Всем привет! Меня зовут Вика, и сегодня я хочу поделиться с вами историей, как мы захотели завести щенка и выбирали породу. В первую очередь, через года это будет прекрасным напоминанием мне, какие эмоции я испытывала, какие чувства, как принималось это решение. И в тот же момент это видео может помочь кому-то определиться и понять вообще, хотите ли вы собаку и какую породу именно. Наша история началась еще летом 2019 года. Мы приехали с Украины и были очень серьезно настроены для того, чтобы завести какое-то животное. В Инстаграме даже я писала пост о том, что мы не можем определиться, какое именно животное мы хотим. Там я упоминала хамелеона, попугая, кролика. И четвертым пунктом это была собака. И в тот момент это было совершенно нереальным, по крайней мере, мне так казалось. Но чем больше мы думали и размышляли, какое же животное нам завести, тем больше мы склонялись к собаке. В том смысле, что в любом случае, какое бы мы животное ни завели, это все равно были бы затраты времени, ну и денег. И поэтому мы решили, если уже заводить кого-то, то собаку. Следующий этап был выбор породы. У нас было 4 варианта породы. Это шпиц, Йорк, Джек Рассел и Шелти. О мопсах тогда еще речь совершенно не шла. Самый первый критерий, который мы для себя определили, это то, что должна быть маленькая либо средняя порода. И почти сразу мы решили, что это будет шпиц. Потом мы начали изучать больше информации за эту породу, и оказалось, что это одна из самых громких пород собак. Также шпицы достаточно сложно дрессируются, но я не говорю, что это невозможно, просто это сложнее. В итоге наш список критерий добавился еще и пункт о том, что эта собака либо должна мало лаять, либо тихо. После этого критерия шпиц перестал быть в нашем списке, и мы подумали за Йорка. Йорки тоже достаточно громкие, но не настолько, как шпицы. В один прекрасный день, когда наше сердце еще было занято породой шпиц, мы гуляли по парку и увидели мужчину, гуляющим с мопсом. Мопс был без поводка, он шел на дистанции, но буквально несколько метров. Он оборачивался, ждал хозяина, и они шли без команды, без ничего, просто шли дальше. И я увидела в этой породе такую преданность, такое доверие к человеку. Естественно, именно этот случай очень сильно повлиял, но в тот момент мы просто посмотрели на приятную, милую картинку, удивились, восхитились и пошли дальше. И потом, когда мы уже поняли, что шпиц нам не подходит, мы переключились на Йорка, на Джек Рассела, на Шелти, начали думать за эти породы. Также добавился в наш список критериев это любовь к детям и средняя активность. И в какой-то момент я просто посмотрела за породу мопс, посмотрела их описание, посмотрела какие-то особенности, ну буквально так поверхностно. И я поняла, что это именно та порода, которую мы ищем. Средняя активность, маленький размер, любовь к детям, они безумно любят детей, и я уже в этом даже убедилась. Также эта порода не лишена интеллекта, с адекватной скоростью обучаются, и, как по мне, очень милые и одновременно смешные. Итак, осенью 2019 года мы наконец-то определились с породой, начали изучать ее особенности, начали изучать тему дрессировки и даже выбрали имя. Зимой мы уже начали искать заводчика, но, как оказалось, щенки мопса есть везде, кроме Вроцлава и даже нашего воеводства. Возможно, где-то и есть заводчики этой породы, но мы их не нашли. Естественно, я обращаю внимание на самих щенков. Пока щенок маленький, его очень легко перепутать с другой породой. И нередко бывает, что вместо мопса у вас оказывается совсем другая порода. Естественно, по фотографиям я смотрела, как выглядят сами щенки. До этого я проверила стандарт породы, посмотрела, какие вообще вариации могут быть, какие приемлемые, какие нет. Мне понравился один заводчик, который находится в соседнем воеводстве. Они занимаются несколькими породами собак, в том числе мопсами. И на их странице в Фейсбуке можно было увидеть даже подросших щенков от их новых владельцев, потому что время от времени они высылали фотографии, и заводчица делилась именно этими фотографиями. Меня все устраивало в этом заводчике, я подписалась на их страницу и просто ждала, когда появятся новые щенки. Потом у нас появился план, что мы весной поедем в Украину, порешаем там все вопросы, вернемся обратно в Польшу и уже купим щенка, чтобы его не перевозить из страны в страну, меньше стресса, ну и мы постоянно рядом. Но случился карантин. Первые несколько месяцев мы совершенно не знали, что делать,
как нам планировать дальше следующие месяца, как планировать весну, лето, осень. Единственный выход из этой ситуации был просто ждать. В конце весны мы принимаем решение, что уже никто никуда не будет ехать, понимаем ситуацию и решаем все-таки взять щенка. И тут случилась очень неприятная ситуация. На предыдущей квартире нам не разрешили заводить животных. Примерно в 20-х числах мая мы поговорили с хозяином квартиры, он сказал категорично нет. Обосновал он это все тем, что у предыдущих жильцов был кот, и ему это очень сильно мешало. После этого разговора я рыдала несколько дней, и недолго думая, мы начали искать квартиру. В 20-х числах июня мы удивительным образом нашли квартиру, и в ней нам разрешили животных. В середине июля у нас был переезд, и как только мы переехали, мы позвонили заводчику. Все подрастающие щенки на тот момент у них были зарезервированы, но в течение 2-3 недель у них должны были родиться новые. Мы позвонили через 2 недели, и оказалось, в предыдущий день родились щенки. Их родилось всего лишь 2, мальчик и девочка. Но так как мы 100% хотели девочку, получилось, что выбор у нас небольшой. Нас попросили подождать еще неделю, подождать, пока они немного подрастут, окрепнут, будет понятно, что они полностью здоровы, и только тогда можно будет резервировать. Спустя неделю заводчица сама нам позвонила, и мы уже тогда подтвердили резервацию. Кстати, момент, когда она нам звонит, и мы подтверждаем резервацию, вы могли наблюдать в 2 моих видео. И тут началось. Покупки для щенка еще больше ушли в тему воспитания и дрессировки. Подруга мне показала невероятно полезный аккаунт кинолога, а благодаря этому аккаунту я нашла очень крутую школу по воспитанию и дрессировке собак. Уже в этой школе я нырнула практически в бесконечный поток информации. Очень милый момент был, когда нам каждую пятницу либо в субботу присылали фотографии нашей подрастающей Моны. Рассчитывали забрать ее в конце сентября, по истечению 8 недель после первой прививки, но в Польше есть 2 протокола прививок, это на 6-й неделе первая прививка и на 8-й. Конкретно эти заводчики делают прививки на 6-й неделе, поэтому нам разрешили ее забрать чуть раньше. И это было еще лучше, так как мы увидели ее совсем-совсем маленькой. Ты будешь спать или нет? Дашь мне записать видео? Чуть-чуть осталось. И за несколько дней до того, как мы поехали за Моной, я прочитала много разных удивительных историй про то, как щенки сами выбирали семью, в которую они попадут. И начала настолько переживать, что а вдруг это не наша собака. Мы просто зарезервировали единственную девочку, которая тогда родилась. Естественно, я поделилась своими переживаниями с Максом. Он меня успокоил, и мы поехали ее забирать. Но по приезду домой и спустя пару недель я на 100% убедилась, что это наша девочка. Играется с рекордером. Можно сказать, что в нашем случае звезды сошлись. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, вам оно было не только интересным, но еще и полезным. И увидимся в следующем видео. Пока! Ну что, вот так видео можно снимать, да? Как думаете? Почти 9 минут прошло. Дашь мне видео снять? Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Я всем расскажу, как мы хотели тебя давно. Я всем расскажу, как ты выбрала нас. А теперь как ты кусаешься. Жопа ты, а не Мона.